Почему-то со словом "салют" как приветствием у меня не те ассоциации, которые вы думаете, а песня Меладзе, где он 1000 раз обрывал провода. А "100 шагов назад" — это тоже его песня или нет? Палочки такие раньше были: салют, да, салют, мажор. Хрюканье, хрюканина, хрюканидзе, хрюкандес. Блять, подработка 2-3 часа. Хуесосы. Банусер, банусер. Не берите, пацаны, не берите подработку. Вам оно не надо, не берите. 100 шагов, как он знал про эту реформу заранее? Ну, он же рептилоид, Меладзе. Дипстейт какой-то, рептилоид. Ему Зеленский лично, я думаю, сказал. Ну, как-то они, типа, отдыхали культурно. И он ему говорит: знаешь, есть такая мечта, меряйся шагами, назову, короче, монеты, приду к власти. Представь, как давно это было. На Газпромовском корпоративе вместе выступали, понял? Да, ну это дичь, это дико все. Какой ваш прогноз на полное прекращение огня? Ну, я не вижу будущего, как и его не видят лидеры стран и там члены переговорной группы и так далее, да. Остается руководствоваться теми немногими кусочками данных, которые мы накопили за этот момент, да, и то, что мы наблюдаем. И здесь всегда такой подход я, да, озвучиваю, что вот есть два ощущения, скажем так. Что-то, что не то, что два начала, а в целом два ощущения, да. Что-то, что вот мне подсказывает какая-то рациональная часть, да, мозг. Например, то, что между сторонами очень большое противоречие. Стороны, лидеры стран, да, также уже, ну, довольно серьезно в заложниках вложенных ресурсов. Ну, известная, да, такая проблема. Что делает как бы достижение мира, а еще и ресурс есть к войне, да. Что делает как бы, ну, перспективу мира, ну, на мой взгляд, вот именно эта часть, да, рациональная, ну, скажем так, невысокой, да, невысокой. Слишком серьезные противоречия. Но сердце, на которое влияет общий тон, да, настроение, тональность сторон, ну как сторон, ну, в общем, информационный фон, да, который есть, то, конечно, тут хочешь не хочешь, будешь верить в то, что скоро вот все заинтересованы в мире и договорятся как-то. Но просто есть какие-то такие противоречия, которые совершенно непонятно как преодолеть. Это даже не вдаваясь в подробности, там, тонкости дефиниций, да, то есть просто прекращение огня или это конец войны, а под концом войны что подразумевается? Поражение одной из сторон? Или что все останется так, как есть? Давайте об этом поговорим, когда будут новости, новости. Так когда оно случится, по вашему мнению? Хуй его знает. Не хочется говорить категорически, что либо там через месяц, либо никогда. Ну, когда-то случится. Ну, в смысле, либо через месяц, либо не скоро. Чому що насправді будують патронний завод, це завод по производству псов-патронів. А в інфопросторі цю подію шагізували для конспірації. Україна відпалить усім кулями. Недурно. Спальная комната твоей мама. А что, пахнет концом войны кому-то? Не, ну пахнет, не. Ты что, не слушаешь президента Зеленского? Он сказал, что мы главные сейчас, кто заинтересован больше всех из всех в мире. Уже мы готовы на полное прекращение огня сегодня. Ну вот, только остается смотреть на реакцию российской стороны. Как рассматриваете мнение, что Трамп не даст Пуньцзы захватывать территорию Украины из-за его интереса к минералам? Да мне кажется, что ну, надо сначала понять интереса к каким минералам, где, да, какой их объем. Я еще тот, блядь, минералист, да, но мнения разные ходят. Начнем с того, что неизвестно, когда и какие реально точные разведки этих ресурсов в Украине проводились, да. Кто говорит, что есть свежие данные? Кто говорит, что они проводились еще при царе Гороха? Знаю только одно, что американская сторона, кто-то, по-моему, Скотт Бессент, да, э, ну как, секретарь казначейства, министр финансов, да, американский говорил, что американская, ну специальная есть какая-то служба, контора, которая занимается разведыванием ресурсов государственная, что у нее в Украине то ли должна быть миссия, ну в общем результатов нет, но они хотели бы исследовать Украину на наличие этих ресурсов. Но понимаю, что даже если опираться на советские данные, то, скажем так, богатство этой ресурсной Украины сильно преувеличено.
Это раз. А два, многие говорят о том, что, ну, у Трампа нет больших проблем потом с Россией налаживать торговлю и там разработку этих ресурсов в том числе. Ну, просто, скажем так, отношение этой администрации к российскому руководству, оно отличается от того, что было всегда, и отличается от того, как принято вообще в западной политике. Трамп не даст, ага, да. Да это, блядь, ресурсы это и смех, и грех. Вся эта ресурсная канитель поднята только вот этой администрацией, ну, если не лично Трампом, да, что он эту тему любит с какими-то редкоземельными металлами. До этого это существовало в рамках конспирологии того, что война из-за них началась. Ну, в целом, да. Нужна была там, нужны были России какие-то украинские ресурсы, при том, что у России этих ресурсов там жопа и жуй. А здесь непонятно, как их после таких процессов тяжелых, да, как их после войны здесь добывать в целом. Как ты состыкуешь один, Америка сделкой нас ограбит, два, там тех ресурсов кот наплакал. Ну вот так, можно же ограбить и на то, что наплакали. Ну, еще и нужно сказать, что мы не знаем, что в этой сделке, да. В ней вроде как не только ресурсы, да, то есть аппетиты там растут, растут и растут. При этом я там не даю окончательного ответа, ограбит или нет, да. Ну, понятно, что признание нами несуществующего долга потенциальное, да, ну, наверное, это ограбление. То есть эти деньги, там есть ресурсы или нет, нас заставят возвращать, получается. Хотя мы говорим о том, конечно, чего еще не знаем. Нет, то есть дело даже не в ресурсах. Говорят, что они претендуют на то, что, то, что хоть что-то, что приносит прибыль. Там объекты инфраструктуры, порты, морты. На твое мнение, как изменится настроение Трампа, если до 9 мая не удастся достичь ничего существенного, и что в принципе должно случиться, чтобы он просто оставил страны один на один? Ну, наверное, вот это неудача в достижении мира. Правда, я вот даже не знаю насчет один на один. Ну, в плане. Не могу этого прогнозировать. В случае прекращения огня в ближайшее время намечается ли проведение выборов в 2025 году в Украине? Ну, не знаю, но там есть очень серьезный временной как бы лаг, да. Вот Центральная избирательная комиссия Украины, ну, в интересах действующей власти, да, постоянно думает, как ей лучше поступить. На данный момент их мнение такое, что проводить выборы не то что сразу, а там же, ну, в парламенте на какое-то время принимается военное положение, которое не дает проводить выборы. Этот срок 3 месяца, и он вроде истекает в маю, да, 8 мая. Ну, из-за этого так много разговоров о том, что войну нужно к этому моменту заканчивать, чтобы не пришлось продолжать еще на 3 месяца военное положение. И вот, и по чинному по действующему законодательству, как я понял из их слов, да, сейчас этот срок после окончания военного положения еще 3 месяца, как я понял, да. Но они говорят, что этого мало, и нужно будет вносить еще какие-то поправки, нужно будет, в общем, корректировать для этого послевоенного электорального цикла выборчий кодекс, да, избирательный кодекс, для того, чтобы как минимум там точно еще увеличить срок, да, до выборов, хотя тоже сложно понять, и они, наверное, еще и сами до конца не понимают, как им, ну, действующие власти в Украине сейчас, да, выгоднее было бы. То есть срок этот, чтобы увеличился, или чтобы как можно скорее выборы провести. Ну, пока что кажется, что как можно скорее, но тут ни о чем судить окончательно нельзя. Может, они надеются укрепить свои позиции за время между перемирием и выборами. Вот. Ну, в общем, я к чему, что где-то там через пару месяцев станет понятно, возможны ли в 2025 году выборы. Уже понятен гениальный план президента. Просим нам прописать долг в гривнах и копейках, а потом переименуем валюту в шаги и ничего должны не будем. Так они же в долларах требуют, там это уже, эту деталь уже обсудили, хотя это все-таки только в медиа написано. Зеленский тянет время, чтобы успеть распилить все порты и выкопать все редкоземельные металлы. Как изменится настроение Трампа? Ну, мне почему-то кажется наиболее вероятным, что Трамп забьет хуй с Путиным, так и сохранит доверительные отношения, но на уровне каком-то государственном, ну, буквально, да. Эта новость у меня выписана, Марко Рубио говорит, что их подгоняет американский парламент, да, в введении санкций. Где-то по той линии будет какая-то иллюзия давления на Москву. Но, блин, это пессимистичный все-таки сценарий, надо сказать. Но, да, а что должно говорить в пользу оптимистичного сценария? Ну, в смысле, проукраинского, хотя я уже не знаю, насколько это оптимизм, да, наращивание военной поддержки, ну, в плане, я не знаю, какие у этого перспективы.
Но да, нужно сказать, что это нигде, ни на каком нахуй уровне на данный момент не обсуждается. Причем не то, что наращивание, а продолжение политики прошлой администрации, да, то есть, в принципе, выделение новых пакетов поддержки. Сегодня или вчера был комментарий то ли кого-то из Министерства иностранных дел Украины, то ли кого-то, нет, по-моему, заместителя главы Сопрезидента, вот этого нового военного, да, но он появился давненько там, но до этого молчал. Полиса, то ли Андрей, то ли Петр, ну не суть. Полиса, важно, что он был в армии, а потом его перевели в офис президента. И он сейчас стал активно давать комментарии. И вот один из его комментариев был о том, что на данный момент даже не обсуждается вопрос новых пакетов военной поддержки. Что как бы, ну, поддерживает этот пессимизм мой. Так и идею с договором тянут, бо он мешает пиздить деньги по старым схемам. А ты не рассматриваешь или ты просто осуждаешь критику власти? Я осуждаю критику власти. Я не знаю, по-моему, твой вопрос, он сразу носит какой-то и провокативный, и оскорбительный характер. Я не знаю, нужно ли серьезно на него отвечать. То, что они найдут новые инструменты по ограблению, я в этом не сомневаюсь. И то, что там этой новой форме отношений, если она наступит, американской администрации и украинской влады, да, им нужно будет как-то существовать гармонично. Это означает, что, ну, Америке придется разрешить украинской владе как-то дальше кормиться, иначе она смысл утратит определенно. Да, это один из инструментов поддержания власти в Украине, коррупция. Я не сомневаюсь, что они найдут новые инструменты, поэтому. Ну и да, еще нужно, конечно, как-то доказать, как там реально этот фонд, что он контролирует. Как он это контролирует. На ком и как это отобразится. Я же говорю, я всегда уверен в той формуле, что, ну, проводку вот эту, да, что это не папа меньше пить, а это ты, сына, меньше есть. Ми сьогодні будемо гімн України слухать. Это что-то из киевской этой міської ради. Ну, я эту новость не выписывал, но там какая-то сильная победа Клычка. Кличко, мэр Киева в городском совете проголосовал за то, чтобы все решения киевской городской военной администрации проходили только через его подпись. Я и не знал, что так можно. А чому ми на державному рівні не почнемо підпільно виготовляти долари США? Я не вірю, що не можемо. Федоров би щось придумав, потрібна тільки політична воля. Сразу санкції введуть на нас. С чего началась неприязнь Трампа к Зеленскому? Хороший вопрос. Ну, наверное, у них, ну, изначально, мне кажется, разная очень политическая культура. То есть, все-таки, даже вот, несмотря на то, что непосредственно личности очень разные, да, как мне кажется, несмотря даже на какой-то малый контрэлитный такой приход Зеленского к власти в Украине, да, то есть в чем-то здесь есть схожесть стиля, но глобально, мне кажется, они очень разные. Да, но при этом, опять-таки, даже наблюдая то, как описывают Зеленского и всегда описывали в западной прессе, это всегда именно попытка выделить феномен шоумена, комика, который стал как Черчилль, да. Ну, то есть шоумен, комик там всегда есть. И даже сейчас, читая любой материал Саймона Шустера на Тайме, да, который пишет все время о Зеленском, ты всегда, там все, ну, многое строится на этих контрастах. Многое строится на этих контрастах. Даже в том числе, что они выдумывают детали, да, вот в последнем материале Саймон Шустер писал, что пан президент Зеленский и Саймон Шустер поехали, как он сам говорит, пластмассовая церемония была, но тем не менее поехали в Мощун Киевской области, это место, где были сильные бои, когда российская армия была на территории Киевской области, и там какой-то мемориал, ну, в общем, якийсь этот захід, ивент какой-то. И вот он рассказывает о том, Саймон Шустер, что это место, но это не так на самом деле, но для красного словца, ну, может, я что-то не знаю, но я считаю, что я вроде хорошо знаю, как там съемки эти происходили. Он говорит, что это место Мощун, здесь еще недавно президент Зеленский снимал свой ситком. А теперь тут типа место там боев, трагедии, доблести всего на свете. Вот так. Ну и в общем, к чему везде это было, и такое, наверное, не внушает доверия таким, ну я не знаю, не скажешь мускулинно-мачистским культурно людям, как Трампу, но тем не менее, мне кажется, людям такого покроя такие кадры доверия не внушают. Ну и, конечно, нельзя не вспомнить их какие-то, ну как сказать, разногласия, да, связанные с тем, что, ну, вот эти попытки импичмента Трампа, да, в начале каденции президента Зеленского, где всплыла публично вот эта информация, что Трамп давил на Зеленского с целью отставки, там, или выдачи каких-то, оживления какого-то, каких-то дел, да, в смысле
расследование каких-то дел, да, давил на украинскую владу. Ну, в общем, все это, ну, я вот не знаю, насколько конкретно это, то есть непонятно, как у них тогда выглядели отношения, то есть насколько это сильно там отличалось от его взаимодействия с Байденом, непонятно. Ну, в общем. Да, просто обычно выделяют именно это ключевое, тот скандал с импичментами, но я не знаю все-таки, насколько он реально ключевой. Мне кажется, наверное, более важно это вот это их отличие, да, что Трамп вот такой крутой, а Зеленский какой-то, блядь, комик. Мне кажется, это все-таки сыграло основную роль. Ну, и играет ее дальше. Ну, и нужно ли говорить, что там на противоположной стороне ну, вот в рамках этого конфликта для Трампа, ну, в смысле конфликта войны в Украине, да, для Трампа, ненавидимый всеми демократами, все время, не безосновательно, безусловно, демонизируемый вот такой Путин, да, Путин, где он в какой-то совсем такой э, самой радикальной мага-среде, где он лидер такой красивый, умный, какого-то традиционалистского государства, где нет трансформеров, нет того, другого. Ну, в общем, все эти несуществующие факты о России, да. И, в общем, к чему, что вот эта вся совокупность, наверное, делает его более предрасположенным, да, делает его более дружелюбным в рамках этого конфликта, да, к Путину. Вот. В целом выстраивать между Трампом и Путиным более, да, позволяет выстроить между Трампом и Путиным более такие теплые отношения, чем между Трампом и Зеленским. Ну вот так. Мне сложно сказать, что у Трампа или администрации Трампа есть симпатия к Путину. Я бы сказал, что есть неприязнь к Зеленскому. Не знаю, они вроде эту симпатию, но я бы не сказал, что особо скрывают, да, там, когда спрашивают о Путине, они всегда начинают выделять плюсы, а не минусы. Как вам, кстати, кто-то следил новость, которую я не выписывал? Я не знаю, какой вообще там отец у него, и есть ли у рептилоидов отцы, но отец Илона Маска сказал там, что он, короче, он и его сын любят, короче, и Гитлера, и Путина там, и вообще круто все. З підтримки зелом Демпартії США, ну тут я не згоден, всегда об этом говорил, мне кажется, что президент Зеленский, не, ну, опять-таки, администрация Трампа, да, республиканцы там при желании могут выдавать все, что угодно за то, что Зеленский підтримує Демпартию, и ничего с этим не сделаешь. Но в целом нужно понять, что президент Зеленский первый, самый главный из тех, кто, конечно, не заинтересован быть ввязанным, да, в американскую внутреннюю политику, бо это однозначно путь на самоуничтожение. Но мне так казалось, я это проговаривал всегда. Но и да, и он держался, на мой взгляд, этого курса до самого вот уже, до самых выборов. Когда случились выборы в США, он начал говорить хорошее о Трампе, и, ну, там, хорошее в стиле вот это «мир через силу» очень круто, очень надо. Я верю, что Трамп не захочет там терпеть от Путина, ну и все такие вещи. И как-то критиковать Байдена. Ну да, конечно, нельзя забыть и того момента, что все медиа, да, вся информация, по крайней мере, говорит о том, что ключевая фигура во внешней политике Украины, глава Офиса Президента Андрей Борисович Ермак, до последнего верил, да, и делал ставки на победу все-таки Камалы Гаррис. Что, может, отразилось как-то так, что мы этого публично не видим, но... У Маска такой типичный батя, прям как из мема, ну пасты ты имеешь в виду, где суп жарят, где обои отклеиваются, хорошая паста. Мне больше это воспринимается именно дипломатическим подходом к переговорам с РФ. Точно так же, как его хвалят и не стесняются угрожать и заявлять недовольство и даже злость к Путину. Ну, я бы сказал так, что злости и недовольства, критики там, 10 каких-то процентов. Ну, сейчас, может, возросло, да, после приезда Рубио еще и куда, в Брюссель, да. Было бы странно, если бы он там стал и говорил: о, Путин, блядь, красавчик. Было бы это, конечно, было бы это странно. Да, такой там критики процентов 20. Притом еще и она там не от Трампа исходит, а от каких-то людей из администрации. При том, что есть такая теория устойчивая, ну понятно, что она продвигается в основном медиа из пула демократов, но тоже нет оснований ей там как-то не доверять особо. О том, что это все-таки такой виток, веха дипломатии двух царей, да, и, конечно, в первую очередь ключевым выступают их какие-то разговоры, и чуть ли там не их какие-то отношения друг к другу.
Вот, ну а самое, мне кажется, главное, это, конечно, действия, действия. Пока что действия такие, что только на Украине, да, и на президенте Зеленском затягивают удавки каких-то непринимаемых, неприемлемых минеральных сделок, еще какой-то хуйни. А для России отключают спутники, которые транслируют радио «Свобода». А нахуя им так Камила Харрис? Ты меня спрашиваешь? Ну да, там просто неполный контекст, в смысле Трампа очень злого на Путина. Довольно показательно. Это на прошлом или позапрошлом стриме мы как раз об этом говорили. На прошлом, по-моему. Что да, безусловно, он сказал, что он зол на Путина, да, но верит в то, что он выполнит некие, блядь, обещания, которые он ему дал лично, да, то есть уровень вот такой. При этом потом, сразу же, в рамках того же интервью, его ничего не спрашивали о президенте Зеленском, но он сказал: я слышал, что президент Зеленский что-то там выебывается на тему сделки, какое-то НАТО там хочет в нее включить, у него могут быть большие проблемы. Трамп с Пыней как парочка в ресторане, которые с двух сторон всасывают «З» и в конце засосутся. Это этот, блядь, леди и бродяга ты имел в виду. Кыштымский карлик, да? Мальчик Лёша пишет: ты в этой рубашке похож на штурмовика СА. Коричневая чума. Коричневая чума. Ситуация выглядит так, что Путин в руках у Трампа. Ну да, но скептики в Украине считают, может не безосновательно, что это именно то, что Путину и нужно. Добиться вот этой иллюзии, да, потянуть таким образом время, что все типа контролируемо для Трампа, но при этом каких-то реальных действий не планировать. Hello, стрим, хорошо, так мало комментариев. А ну-ка, Виктория пишет: договорняк работает, душка в своем репертуаре. Три точки. Россия терпит, Украина херачит по энергетике России. Украина херачит по энергетике России и плачет. Вроде контрнаступ же в Харьковской был предстоит. Короче, жесть продолжается. Аю-йола-йомай было 7-е место в Шазам. Опять российские нарративы в музыке. Башкирия рулит. Интересно, касательно вот это Йола, Йома, Шамай, меня убивает больше. Ну, кто не понял, это такая, типа, музыка, там, такое брынчание, ну, какое-то бурятское, татарское. Очень популярная, как я понял, в ТикТоке. Я что не ну, опять-таки, сижу на толчке, попадается мне этот Юма, Хурай. Что не открою комментарии, там везде комментарии украинцев, что гарна музыка, дуже добре. Это странно на самом деле, непонятно, откуда такой этот оптимизм. Или как даже сказать, не оптимизм, ну вы поняли, непонятно откуда в там такая энергия вообще появляется у людей, такое писать. Кстати, на энергетике, ну вроде энергетика пока что нормально. Вот все остальное плохо, а энергетику вроде не трогают пока. Ну мы их, по крайней мере. Не зря РФ держала Дугина и платила американским инфлюенсерам. Ну да, это как Безменов какой-то, только 2.0. Ну, в смысле, такого же уровня какая-то тема. Я всегда за Трампа был. И сейчас буду. Мне надо договорняк. А цена? Любой ценой, но бесплатно, да? Вони там всі дивні. І батько Маска у тому числі. Прочитав про Пітера Тіля, другана Маска та спонсора Венса. Всюди протиріччя між висказаними політпоглядами та діями. Каже, що він консерватор-християнин, а на ділі одружився вперше в 49. До цього мав гейські відносини з чоловіком моделлю за свободу у всьому проти широких політичних прав і т.д. Шизи без сталих поглядів. Пітер Тіль. Это тот, который увлекается Солженицыным или нет? Провоцирует национализм малых народов с помощью комментариев в ТикТоке. Не, ну ты понимаешь, Ёба, в том-то и дело, что там нет комментариев. Ну, они есть, но не так популярны, как просто нахваливание музыки. Там нет, ну, как-то, как я сказал, менее популярны те комментарии про, там, сепаратизм, скажем так, да, и его поддержку. Это загадочно. Читал сегодня про какую-то реформу шкилы, я тоже, но, честно говоря, без разницы. Отделить малышню от лицеев и старших классов. Неудивительно, что все сразу стали в позу. Страшно представить, что младшеклассник не прошел через годы опускания старшеклассниками. Какие у них после такого ценности в жизни будут? Потом еще свободы захотят. Блин, я не знаю, о чем ты говоришь. Вот у меня была вот эта обычная классическая ЗОЖ, загальноосвітня школа. Ничего из того, о чем ты говоришь, не было. Ну, в смысле, каких-то неуставных отношений, да, между старшеклассниками. То есть они были разведены там по разным этажам, по разным крыльям. Были проблемы, блядь, другие. И они, наверное, пока что там, не знаю, насколько решились, да. Хуёвый ремонт, хуёвая мебель. Я недавно видел, как какой-то учитель избивал школьника, мебель все та же хуёвая.
Отсутствие отопления адекватного. Ну, то есть такая классика. Я уже не говорю там за уровень образования, ну то уже мелочи. Питер Тиль не из Рамштайна? А, тю, блядь. Питер Тиль не прошел проверку на Питер. Друзья, напишите в чате, были ли у вас неуставные отношения в загальноосвітній школе? Били ли вас старшеклассники? Дрочилы були, конечно. Не, ну дрочилы, да. А, в смысле, неуставні отношения були? Булінг. У мене у класі був син українки та поляка ще до 14-го року, напевно, на декілька років старший. Фізично надто розвинений були у усіх і вчителів, і учнів, а морально оправдовував свої дії, що у нього батько у Польщі, якого він не бачив ні разу у житті. Сам він поляк, а ми хамени, і не гідні навіть його присутності у класі. Ну и дикуха, пацаны, у вас была в школе. Пиздец. Пиздец, тильтовые беседы. Походу опять таблы жрать буду. Ну ты не нагоняй, не нагоняй. Не надо принимать близко к сердцу. Зачем ты нагоняешь? Вот такое самозакапывание, оно способствует сильнее, чем суть, да, проблемы, чем сам вот триггер, да. Такое проговаривание, все это, оно сильнее этому способствует. Пересмотрите лучше Барата второго. Всем вам советую. Охуенно ложиться на наши времена, на наш опыт. Возможно, там даже можно что-то почерпнуть действенное. Тримайте себе в руках, друзі, психіка має бути стабільна. Но я согласен, хоть и не могу похвастаться стабильностью психики, последнее время я стал значительно хуже, значительно раздражительнее, чем был. Не знаю, в чем источник проблемы, но прям пиздец стал за собой замечать сильные перемены в худшую сторону. Но у вас есть выход, да, вы можете завязать с этим калом, не поглощать такой кал, как мои стримы, какая-то хуйня, связанная с политикой. Думаю, вполне возможно для себя сделать перерыв. Пора возвращать рубрику «Нюхач договорника». Да штамп! Я уже много раз говорил, что я хотел бы как-то научиться избегать слова «договорняк» в названиях. Но, как вы видите, нихуя не получается, мозгов нет, нет креативности. Не понял. Как же я стрим назвал? А, вспомнил, как назвал. Да, ну, в начале новостного блока я всегда поясняю за название стрима. Название стрима звучит как «Тарифы на договорняк», что сочетает в себе вопрос достижения прекращения огня, да, то, что мы просто называем договорняк, по теме войны. И новость мирового уже масштаба, это, конечно, тарифы, которые ввел Трамп. У меня еще был вариант названия «Пингвины будут платить тариф». Но это какая-то глупость полная, согласитесь. По порядку, если тарифный шок. Ну, вы видите, что не то, что там весь интернет, весь мир потрясен тарифами, тарифы. Ну, в рамках политической борьбы, ну, тут уже такой даже глобальной, в смысле, мировой какой-то политической борьбы, конечно, этот повод там используют на максимум. Я вот не экономист, поэтому мне реально сложно об этом рассуждать. Я, если пытаюсь углубиться в какие-то экономические вопросы, то только Украины, да. Но тем не менее. Долгие дискуссии на тему того, кто написал тарифы, как написали тарифы. Ну вот правильно человек написал в Телеграме, да, в комментариях, что как они решают в уравнениях буквы. Ну, то есть там какие-то буквы греческого алфавита, на выходе получаются слова. Это, конечно, хороший вопрос на самом деле. Ну, вы видели, да, рассуждают на тему того, насколько высока вероятность того, что эти тарифы придумал чат GPT. В целом, по-моему, вообще, наверное, не сложно тарифы придумать, да. Это там не в космос полететь. Правильно, наверное, люди пишут, что и чат GPT основывает на чем-то свою информацию, то есть, возможно, на каких-то существующих материалах, в смысле экономических исследованиях. Также есть шанс того, что он успел научиться, когда эти тарифы ввели, об этом написали все медиа, и, в общем, слабый аргумент о том, что ну такие дурачки, короче, к власти в Америке пришли, такие дурачки, что уничтожают себя и мир, все достижения глобализации, а глобализация, конечно, в первую очередь это глобальная торговля, само собой. Такие дурачки, что чатом GPT просто все это разрушают. Уровень типа идиотизма нереальный. Тарифы на Украину ввели. Смешно об этом читать. Почему? Да, потому что Гетманцев, наш вот этот глава
налогового комитета в парламенте, человек, ответственный за за всю эту репрессивную экономическую политику в Украине, драконовскую, которая просто ни на чем не основываясь, старается тебя ограбить, отнять как можно больше денег. Если ты их даешь, если ты их зарабатываешь, пожалуйста, отдай их в как можно большем количестве, без всяких на то оснований. Человек, который добился того, что теперь с покупки подписки на чат GPT ты платишь из 1000 гривен, 200 гривен куда-то в карманы чиновникам. Человек, который добился того, что онлифанщицы платят налог, но при этом садятся в тюрьму за распространение порнографии. Этот человек, да, Данила Гетманцев, говорит, что введение там этой 10% тарифа, да, ну, сложно представить вообще, что мы поставляем в США, сало или, ну, тот самый, да, причерноморский кабан экономический. Сало или, может быть, мы ядерных физиков легендарных поставляем. Не знаю, что там, но тем не менее он, Гетманцев, прокомментировал это как экономический цинизм. Это был экономический цинизм введения этих. Это, конечно, вершина, наверное, лицемерия, да. Ну, он мог бы сказать это как-то по-другому, что это, скажем так, противоречит нашему партнерству. Что это конфликтует с тем, что мы щит Европы, и мы защитник демократии и западных ценностей, и воюем вместо американцев. Ну, то есть, что такое он мог сказать, что обычно говорят, но почему-то именно такой комментарий он решил дать. Кстати, тарифа на Украину. Отсутствие тарифа на Россию. Отсутствие тарифа на Россию. Министр финансов Скотт Бессент на Фоксе сказал, что мы не торгуем с РФ же, верно? Потому что на них санкции. Но это не совсем так, на самом деле торгуют. Притом торгуют, ну это, наверное, неудивительно, но торгуют больший там объем, чем торговли с Украиной. Ну я бы тут, наверное, не это самое. Не строил бы каких-то теорий заговора даже. Не знаю, насколько там это умышленно. Тоже, как-то я это связал с тарифами. Ну, вы читали, наверное, как минимум видели скриншот в социальной сети «Правда», где Трамп, ну, в общем, осуждает, осудительно высказался на тему репрессий против Мари Ле Пен. Также сказал он, что он открыт вообще, это уже по тарифам, сказал, что он открыт к переговорам по этим тарифам, открыт к торгам. Ну, все это наталкивает на мысль, что может не то, что цель стоит, которую обычно пишут, да, забить зверя глобализации, начавшие с головы, начавшие с глобальной торговли. Может, цель действительно стоит добиться перепрошивки неугодных, каких-то не самых лояльных, но, наверное, подходящее здесь слово политических режимов, политических сил в мире. Может так, посмотрим. Интересно узнать реально во что, ну то есть опять, как я сказал, не экономист, сложно об этом судить, но интересно понять, во что это разовьется и что будет с такими там доходягами, как, ну, например, Германия, да, долго там и последовательно какие-то тяжелые процессы происходят в экономике, то с энергетикой, в смысле началась война, лишились доступа к дешевым российским энергоносителям. Сейчас, ну, получается, заинтересованность в них только вырастет. Ну да, атомная энергетика, зеленая энергетика. Э, Заводы, вот эти новости бесконечные, что заводы ВАГа, да, Volkswagen закрываются. Понятно, что, ну, я тоже этого не смотрел, но я так думаю, наверное, основным потребителем этих машин были США. И то, что дела шли плохо, наверное, логично, пойдут еще хуже. В общем, интересно на это посмотреть. Читаю какие-то мнения различных экономистов, народного депутата Залезняка. Он не экономист, он просто стремится, да. О том, что, ну, Украине вообще ничего не будет. Вообще ничего не будет. Ну, наверное, действительно, с этого тарифа ничего не будет. Но, наверное, то, что другим странам будет, причем, например, таким спонсорам нас, как Германия, да, таких наших спонсоров, ну, наверное, тут тоже не нужно быть большим экономистом, чтобы понять, что, наверное, на нас это отразится плохо, да, если реально начнется какой-то прогнозируемый, опять-таки, ну, эти экономисты выступают и пишут их мнение на платформах, которые воюют с Трампом, да, которые из пула противоположной политической силы.
Но если им верить, да, и начнется какой-то экономический кризис, да, который последует за вот этим потрясением, то мне кажется, что формула, применимая ко многим кризисам, о том, что богатые, конечно, пострадают, но бедным вообще пизда, ну, наверное, к Украине подходит так же, да. Думаю, что последствия, конечно, мы все равно ощутим, если это случится. Да, ну, это по тарифам и тарифной тряске. Следующая новость, которая у меня выписана, это то, что уже упомянутый, да, министр финансов США Скотт Бессент сказал Блумбергу, что украинская делегация в ближайшее время, вроде как уже на следующей неделе, прибудет в США, ну и будет типа обкашливаться вот эта минеральная сделка. Ну, сложного, очень для меня это, скажем так, любопытная ситуация. Очень интересно, чем это закончится. Реально вот сложно предсказать. Слабо верится, что американская сторона готова пойти на уступки. Э, на мой взгляд, очевидно, что для Украины эти условия неприемлемы, и уже там все, какие могли, малмальские независимые политические силы и их спикеры сказали, что это плохо, это ограбление, это нет, и более того, в парламенте мы будем бороться за то, чтобы это не ратифицировать. То есть единственная моя, как бы, была такая надежда, версия, в смысле, да, возможность пропетлять для Киева, это то, что как-то американская администрация, да, типа, создала этот инструмент, но не будет на нем настаивать, да, то есть пока Украина договороспособна и покладиста, пока она на все согласна, как сейчас, это просто не будут обсуждать, как они умеют. Ну, где-то там-то есть сделка, где-то она лежит, обсуждается, типа, но никаких действий требовать не будут здесь и сейчас. Но, видимо, это не так. Видимо, будут требовать. И это для меня прям такая интрига максимальная, вот это событие из того, что будет. Вот. Просто еще параллельно, ну, я не знаю, сколько можно сказать, что Песков их опроверг, но медиа начали писать о том после визита вот этого посланника Путина в Вашингтон, Кирилла Дмитриева, да. После приезда этого делегата многие медиа начали писать о том, что или сейчас прямо, или сегодня, или завтра, или может быть в скором времени состоится созвон Трампа с Путиным. И там так писали, что Трамп может заходить прямо сейчас позвонить Путину. И, ну вот, писали об этом медиа и Песков. Ну, я не знаю, сколько можно сказать, что это опроверг. Опять-таки, это же сказали, что не российская сторона будет звонить, а Трамп. Это, знаете, как тот самый звонок, где невозможно нажать кнопку «сбросить». Вот. И, ну, казалось бы, вот это должна быть максимальная интрига, да. Песков говорит, что, наверное, этого звонка не планируется, ну, как бы опровергает. Ну, в общем, если бы планировался, и, возможно, планируется, это, по идее, должна быть самой большой интригой, бо такие звонки однозначно основной двигатель каких-то, ну, подвижек, ну, хотя бы на уровне риторики, да. Но нет, мне кажется, ну, для меня лично основным вот это выступает, как влада в Киеве, как украинское керівництво собирается выкручиваться из этой ситуации, очень интересно, реально. И совершенно я не могу предсказать, как это просто будет выглядеть. Ну да, упомянул я уже новость, что делегат Путина Кирилл Дмитриев слетал в Вашингтон, ну, вроде и сейчас, да, в Вашингтоне. Спрашиваю я вас, ну и меня там откровенно улыбнуло, да, то, что, ну, просто цитаты, да, из его выступлений там в США, из его комментариев, то, что он говорил там и Фоксу в том числе. Например, он говорит, что некие силы искажают позицию РФ, поняли? Некие силы пытаются сорвать наши дипломатические потуги. Кто же эти некие силы? Как это происходит? В чем это заключено? В общем, некие силы злые мешают состояться договорнику, говорит он. Ну, из того, что связано с договорняком, как я и предполагал, на мой взгляд, я оказался прав, что основная тема, наверное, был все-таки не договорняк. Но, с другой стороны, верно будет сказать, что если договорняк, то публично, конечно, об этом, наверное, не будут прямо кричать, если особенно кричать не о чем, большого позитива нет. Но, тем не менее, что касается договорняка, он сказал, что будут определять сроки только встречи переговорных групп, в смысле российской и американской, то есть даже не то, что определили, а только будут определять. Это типа долгая песня. Но, тем не менее, основные темы, как я понял, были это восстановление там отношений какое-то, ну, в общем, вот это по линии перезагрузки. Арктика и там совместная разработка ресурсов,
Это минерал дил, только уже по линии Путина и Трампа. Ну и самое вот это перелеты, восстановить авиасообщение. Ну, в смысле, это то, что обсуждалось. Ну да, из последнего обновления связано с этим посланником Путина Кириллом Дмитрием. Это то, что я видел, вот это точно было на Fox News. Его выступление, где он сказал, что в принципе есть, скажем так, приемлемые формы неких гарантий для Украины, но НАТО точно нет. Ну, понятно, что может отличать формат вступления Украины в НАТО. Ну, скажем так, да, я скажу свое мнение, что я всегда знал и это утверждал, что эта идея мертворожденная и неправильная и так далее, да, членство Украины в НАТО. Но кроме этого, да, что все-таки это факт, что отличает членство в НАТО от каких-то других гарантий, да, возможных и доступных Украине. То, что остальные другие, как говорит президент, да, остальные другие гарантии не будут работать, да, как не работал Будапештский меморандум. При этом, чтобы не работало наше членство в НАТО, сложно представить такие условия, да, в этом его как бы смысл, в этом его жизнеспособность. Ну вот, да, это то, что скрывается, мне кажется, за этим комментарием. Да, но это уже новость, которая, как я понял, ну, на уровне там анонимных источников, чего-то такого, что Марко Рубио, госсекретарь, также, ну, этот Кирилл Дмитриев, говорят, что встречался даже с сенаторами, в том числе и Линдси Грэмом, который, ну, такой, скажем так, на ястребиных позициях среди республиканцев. Он один из тех, кто предложил вот эти новые вторичные санкции, да, в Сенат, законопроект. Ну вот, помимо этого всего, он встречался с госсекретарем Рубио, да, с министром иностранных дел, и тот ему сказал, вот это такие, пожалуй, самые интересные вообще, самый интересный нарратив в этой всей оптимистичной тональности, в этом всем договорнике, самая интересная линия сегодняшнего вообще последнего дня. То он ему сказал, ну, там какие-то другие были слова, но суть их была такая, что думай резче, думайте резче. Ну, тоже надо понимать, что это об этом CNN сообщала. Нужно просто понимать, ну, что, скажем так, есть риторика, это безусловно звучит воинственно, но по сути, мне кажется, что все-таки самым интересным событием это будет, конечно, наша попытка устаканиться с ресурсной сделкой. Потому что она, это не риторика, она вот существует физически. Нужно ехать и физически обсуждать этот вопрос. Да, ну из того, что не то, что внушает оптимизм, но из того, что показывает, скажем так, дополняет все остальные более воинственные, более острые комментарии, обращенные к Кремлю со стороны американской администрации, да, не просто вот как мы привыкли целование в жопу, а что-то типа другое. Это, конечно, визит этого же госсекретаря Рубио в Брюссель, да, ну и неудивительно там, что он говорит такие вещи, там нужная для этого аудитория, скажем так. Ну, не связанная с Москвой договорняком, ну, напрямую, по крайней мере, это то, что он утверждает, что США не выйдут из НАТО. Вот. Ну, довольно предсказуемо, но все-таки в той среде сильны были такие настроения на эту тему, да, там вот. Ну, я не знаю, насколько к той среде можно отнести, но, блин, этот человек, в смысле, Лекс Фридман, да, который брал интервью у президента Зеленского и так далее, он все время там спрашивает, типа, скажите что-то хорошее про Трампа, пожалуйста, обязательно в любом интервью, типа, скажите, почему Трамп великий. Ну и там люди рассказывают. Ну и точно так же это один из таких спикеров, который тоже все время спрашивает про выход США из НАТО и в целом считает это неплохим решением. То есть я к чему, что это что-то, что существовало как возможное, как вероятное. Ну, в смысле, где-то на уровне риторик, разговоров. Ну, наверное, это есть окончательное нет этому. США не выйдут из НАТО, сказал он. Ну, было бы тоже интересно, если бы он поехал и членам НАТО объявил Брюссель об этом, о том, что планируем выйти из НАТО. Ну, в общем, с члена по 5% ВВП подняли ставку. Ну, тоже, зная скорость реакции, это через 10 лет, может быть, нарастят до такого уровня. Ну и связанное уже с договорняком, связанное с наращиванием давления, оно на самом деле перекликается с тем, что говорил. Сегодня мы его еще где-то упомянем.
с тем, что говорил, ну, вроде как он предлагал это, он это предложил, как бы, что нужно настаивать на конечном вот этом прекращении огня. Президент Финляндии Ступ, по-моему, Сережа, или не, Сережа было бы странно, Саша, Александр Ступ. В общем, да, это то, что вот ближайшее время, как он говорит, не месяцы, а недели. Но надо сказать, что 4 недели это месяц, да. Но тем не менее, что уже недели, и мы узнаем, насколько решительность вообще есть в Москве к окончанию этого конфликта. И если нет, а если нет, то мы будем думать там, что делать новое. И там же он сказал, что на нас уже давит парламент, на нас уже давит Сенат, то есть санкции вводить вторичные и так далее. Ну, тоже как бы не очень это серьезно, наверное, да, потому что если самая жесткая это санкции, опять-таки ни слова о наращивании военной поддержки, ну или не хотят запугивать Москву, что вряд ли, либо действительно они планируют ее делать. Человек просто сегодня в чате где-то в начале спрашивал, а как будет, если США сольется? Ну, наверное, так, сильно осудят, но в целом, какие за этим последуют действия, эти ужасные и страшные вторичные санкции. Ну, в общем, да, вот так. Это по линии договорняка. Ну, то есть я к чему, что эта формула все-таки какая-то существующая, которую там как-то на ней во время игры в гольф с Трампом финский президент как-то на ней настаивал или предлагал Ступ, да, что все-таки нужно определить какой-то крайний срок и приступая там удачный или неудачный опыт частичного прекращения огня, ну, наверное, скорее удачный, судя по тому, что крупные объекты энергетики в России не уничтожают. Пока что. Вот, да. Приступая это все-таки приближаться к какому-то окончательному вот прекращению огня, полному. При этом еще очень удачна здесь позиция Украины. Если бы не эта сделка по редкоземельным металлам и попытка навязать Украине долги, то есть в том смысле, что президент Зеленский действительно последовательно и везде говорит о том, что мы к миру уже готовы здесь и сейчас. Уже вот, ну, хоть завтра. Ну, там он как-то так говорил, что в ближайшие дни мы уже узнаем, будет ли прекращение огня или нет. Ну, в каких-то таких формулировках. В общем, вот эту роль исполняет отлично, типа, на все готовых людей. Ну, в частности, там это и упоминает Марк Рубио в Брюсселе, он говорит о том, что Украина уже на все готова. Так что, может, и в полной мере правы те люди, кто говорит, что не надо было злить колдуна в Вашингтоне, надо было сразу говорить, что мы на все готовы, тогда бы, может, не было того, ну, насколько он, конечно, сказался на нас негативно, то есть какова это была цена, но, тем не менее, того лага в поддержке военной. Ну и кроме лаговой военной поддержки, тоже сложно сказать, как это повлияло на ухудшение условий вот этой минеральной сделки. Не до конца понятно, потому что тогда-то минеральной сделки не было. Ну, мы ее не видели. Мы, правда, ее не видели и сейчас, но тем не менее. Возможно, условия-то и не сильно изменились. Хорошо. И да, как я уже упоминал, президента Финляндии Александра Стуба, который последнее время активно играет в гольф с Трампом и вообще всплыл как активный какой-то дипломат мирового уровня. Где-то он сообщает о том, что вот эта лига желающих стран и лидеры этих стран, а конкретно Макрон как президент Франции и Страмер как премьер Британии, кто-то из них решились, кто-то из них, вероятно, выйдет на контакт с Путиным. Ну, вряд ли это какой-то вообще успех может возыметь в целом. Наверное, они услышат типичный там какой-то путинский автоответчик. Ну, в смысле, не реально, а Путин им проговорит все то, что он проговаривает в медиа, да. Скажем так, это тот разряд колдунов, которых он не боится посылать. Ну тоже сейчас пару новостей перед новостями более-менее интерактивными. Одна из них это то, что правительство США отключило спутник русского радио Свобода, ну в смысле на русском языке. И вот вроде не верим в конспирологию, ее отрицаем. Но как тут не поверить в то, что действительно это один из фрагментов договорняка, одна из вещей, связанных с вот этой разрядкой, это, скажем так, устранение вот этих все время раздражавших Путина вот таких, скажем так, рычагов американских мягкой силы, да, вещей, которые, по мнению Путина, может не безосновательно,
занимались созданием майданов, цветных революций. Ну вот, с одной стороны, совпадение, с одной стороны, считать по-другому конспирология, с другой стороны, ну, может нет, может действительно это как-то связано. Не знаю, насколько правда, но где-то натыкался на новость о том, что вышла новая редакция перед ЗНО вот этим учебника по истории Украины сучасной. Ну, там затрагивается период сучасности. И, ну, наиболее интересное мне оттуда стало, ну, как часто в учебниках было, то есть там и в той истории Украины, яка була у мене, там постоянно какая-то путаница, в том числе и здесь путаница, там есть в чем суть, да? Учебник обвиняют в том, что он слишком активно пропагандирует молодое поколение куда-то в сторону любви к діючому президенту, да. Но в чем суть, что там фотография, вы помните начало войны, где одно из первых вот этих обращений президента на улице у офиса президента, там стоит он со своей командой, и там на фотографии Подоляк, не Арестович, а Ермак и Зеленский, ну, условно, такие фигуры. Там перепутали, написали, что Зеленский, Ермак и Давид Арахамия. Но это мелочи. В жизни не мелочи то, что там спрашивают детей, например, да, много посвящено времени именно современнейшему отрезку истории, что всегда сложно, да, помню еще по своему сдаванию ЗНО. Так вот, и там спрашивают детей, как вы оцениваете влияние вот этого факта того, что президент Зеленский залишився в країні, а не втік. Я не знаю, насколько это фейк или нет, но если нет, то довольно смешно, бо это же буквально бонефтик. Я, кстати, ну я уже рассказывал, что раньше я думал, что бонефтик это какое-то оскорбление. Ну не знаю, может типа с фени, с еврита, да, там, ну, бонефтик какой-то. А это, оказывается, бонефтик. Ну вот, это буквально бонефтик. Зря они так с этим играются в целом, потому что, блин, могут переиграть сами себя, в смысле политтехнологию президента и как-то реально поднять громко этот штамп бонефтик, потому что мне кажется, что там, ну вот в этом взаимодействии каких-то игр политтехнологов довольно легко оппонентам будет доказать, что все-таки это не спасибо нужно говорить, да, это просто исполнение долга. А бонефтик это смешное слово. И если сильно много на этом акцентировать внимание, может получиться не тот результат, который хочется. Да, вещь, которую я вам не смог проиллюстрировать, но я даже не знаю, чем я ее выписал, о том, что у Дмитра Кулебы, бывшего министра иностранных дел Украины, ну, вам он запомнился по лопатам, мне он запомнился, потому что он не самый плохой министр иностранных дел, хотя он, конечно, все равно какой-то гнида, что-то он там недавно кого-то в тюрьмы призывал сажать. Хотя он сам недавно сказал, что, оказывается, с Россией можно было выстроить отношения иначе и не было бы войны. Що как би порушення законодавства України, бо це виправдання збройної агресії Російської Федерації. Я засуджую Дмитра Кулебу. Он сам бы уже, если бы это было правовое государство, в смысле, где законы, даже репрессивные, но исполнялись бы против всех и все были перед ними равны, он бы сам уже был в кутузке этой, да. Ну, в общем, а к чему я, Дмитрий Кулеба, ну, хвастался тем, что живет в Жинкиной хате за 282 тысячи долларов, да, Павелецкая, я уже запомнил, ну, вы знаете, владелица секс-шопа, ну, или он как-то не секс-шоп, а как-то называется там трах-простер, ну, что-то на современном языке, то есть не секс-шоп, уже секс-шоп это вот это, где на Хрещатике там просто, знаете, ларек, короче, и в нем дилда, да, а это типа простер сексу. Простер сексу это жесткий простер нам не светит. Ну, в общем. И это к чему, что опять обратил внимание на то, что источники именно подачи этой информации, ее, скажем так, помогли ее высветлить, именно как раз, ну, мне показалось приближенное к офису президента, что тоже наталкивает на мысли, да, туда, к выборам. Ну да, интересно тоже, что уже не первый раз так бывает, что Дмитрий Кулеба, ну, может, потому что он все-таки чиновник профессиональный, а не политик. Политик он только стремящийся. Очень часто скажет что-то хорошее без каких-то задних мыслей, чего лучше было бы не говорить. Зачем хвастаться этой хатой, непонятно. Ну, там, наверное, в полном контексте, которого я не видел, он, наверное, как-то там обсуждают, как она достигла этого успеха. И что это вообще, ну, в общем, что-то позитивное. Но выглядит, ну, в итоге эта новость выглядит как просто
Кулеба кайфует на дорогущей хате. Да, ну последняя новость не иллюстративная, просто, друзья, хочу послушать ваши мысли на тему того, стали ли вы замечать какие-то, скажем так, проявления нездоровые в нашем обществе за последние дни. И я тут опять склоняюсь к какой-то конспирологии. Ну, я не знаю, ну не то, что зоолаверство, да, но как-то последние дни стало очень много новостей на тему того, что кто-то как-то побил животное где-то, и его посадили на 1 000 000 лет. Ну, там типа на 7 лет, блядь, осудили. Меня почему-то стали преследовать в последнее время такие новости. Где-то недавно натыкался на видео, где какой-то мужик, не знаю, что там с ним, какие отношения, он то ли кота, то ли собаку забил. 7 лет, блядь. Ну ладно, такое бывает. Такое сумасшествие случается везде. Ну, 7 лет. Хорошо. Но вот это как-то переполнило мою чашу и убедило меня в конспирологии. Что я увидел, да? Що на Закарпатті десь чоловік, ну, відео побив коня. Опять-таки, Громадське мені об этом сообщило. На Закарпатті какой-то закарпатець побив коня. Ну, смотрю я видео, там какой-то мужик какие-то полено каким-то битюгом тягает и, ну, его погоняет. Ну, типа конь, да. Ну, гужевая тяга. Я просто к чему вот, ну, это конспирология чистой воды, не хочу вас ей заражать, но буду, но буду. Вспоминаю российского кота Твикса, ну, то есть уверен, что это было использовано где-то в закрывании каких-то неудобных там информационных поводов, да, вот этим котом во все щели. Понятно, что требовать наказания этому мужику, он там коня, ну, конь там выполняет работу, да. Требовать наказания странно. За убийство кота или собаки, не помню уже, ну и хуй это важно, блядь. При том, что, ну, вы не подумайте, что я какой-то живодер. Я сам кошатник, у меня 2 кота. Я их очень люблю, хоть они меня постоянно мучают. У меня утки есть, ну, утки это совсем, да, если меня будут судить за то, что я ем уток, это будет уже полный пиздец. Не, ну это полный пиздец. Ну, в общем, мне просто Громадский, блядь, пишет новость, что бьют коня. Это ж коней еще убивают ну, вообще в мире. Едят. Ну, в общем, да. К чему я это веду? Кто-то там разбирался на тему того, что такая активизация связана с интеграцией какого-то там охуенного нового европейского закона. Интересно, что у нас европейские законы интегрируются где-то сзади, да, потому что, ну, права человека в последнюю очередь. Нужно ли говорить, что в стране, в которой осудили на какие-то ебанутые года человека за убийство какого-то сраного чикотачи собаки, это страна, где недавно был прецедент, с юридической точки зрения не доебешься. Ну, это классика же любого навчального центру, блядь. Командир не отпускал больного солдата там на лечение. Тот умер. Тому присудили штраф 5000, по-моему, гривен. Ну, жалкие деньги абсолютно. Какие бы они ни были, но это выглядит смешно. Там ему административное якесь провадження, что он неправильно выполнял свои обязанности. Ну, нужно ли говорить о всем остальном беспределе, блядь, откровенном, который творится в нашей стране, и до какого никчемно низкого уровня по меркам Европы девальвировалась цена человеческой жизни, здоровья, что уж говорить о чести и достоинстве человека в Украине, громадянина Украины с украинским паспортом. На фоне этого писать новости, блядь, про сраного кота, которого там где-то кто-то побил, забил, и человека посадили на какой-то срок, исчисляющийся в годах, это ж просто болезнь нахуй мозга какая-то. Люди вообще ебанутые на всю голову. Ну просто, это же вообще они ебанашки. Ну это разве возможно? Я не верю просто, что люди этого не замечают. Но это действительно так. Вот, например, одна моя подруга, да, она старше меня, що я у нее читаю, да. Цей жах ну, тут і перерепост історії, в котором написано, да, в історії написано, цей жах відбувається під вікнами Mount Residence Apartments. Ось таким способом розчищають ліс під нові, вони не реагують, це ну, в общем, б'ють коня, да. И вот человек, живя в Украине, полноценно, понятно, если ты женского пола, ты, может, не в полной мере можешь ощутить, что происходит в стране, да. Ты сел нахуй, поехал, ты уже на Тенерифе там или еще как-то, но все-таки эта информация, она тебя всегда все равно преследует везде, да, от нее не деться, то есть, ну, игнорировать, ну, сложно этого не заметить, этому можно не сочувствовать, потому что это тебя непосредственно не касается и коснуться не может,
Но не замічать этого ніякі штрафи тут не допоможуть. За жорстке поводження з тваринами має бути тюрма, а за жорстке поводження з українцями може теж, блядь, як-то. Насилля і жорстокість спрямовані на тих, хто не може себе захистити, не можна виправдовувати нічим. Было бы неплохо, если бы эта логика была обращена к людям, к слабым, которые не могут себя защитить. Ну, в общем, я, понятно, борюсь с ничем, да, но что-то не мог вам свое негодование не высказать. Хотя понятно, что это, ну, просто сотрясание воздуха. Люди были, будут и всегда останутся такими. И опять-таки новости из этой же страны, да, люди там, блядь, расстроены тем, что конь работает, люди, которые расстроены тем, что, блядь, кота вбили, внимание. Друзья, только те, кто знает, ответ не пишите. Ответ не пишите, внимание. Вот, бля, вот гражданин, да. Це громадянин України з Волыни. Первый вопрос, да, к вам. Как вы думаете, сколько данному человеку лет? Напишите в чате, пожалуйста, свое мнение, сколько данному персонажу, на вашу думку, років. Напишіть, будь ласка. Я был шокирован, потому что я, ну, когда увидел, не читая, я подумал, бля, нихуя сидит, блядь, 70 год, нахуй, чи 80, блядь, уже. Я охуел, когда узнал, за что его судят и сколько ему лет. Ему не 80, ему не 70, ему даже не 60. Так выглядит, блядь, украинец, который прожил на Волыни, которому 55 лет, блядь. Так выглядит украинец, якому 55 лет. 55 это, по-моему, еще молодежь по меркам Украины. Ну, пенсию в 55 ты хуй добьешься. 55 год мужику, посмотрите. Ну, контекст такой, что этого 55-летнего деда осудили, это показательное судилище было, его осудили за порушение вот этого воинского учета, за игнорирование повесток, в общем, за нарушение мобилизации. Там еле-еле добились, что он не сел в тюрьму. Требовал прокурор его, естественно, посадить на 150 год по максималке. Но там апробационный термин, что-то там, можно еще как-то подумать. Но это все понятно, да, это я просто на фоне того, что побили коня и убили кота, да. Так выглядит человек в Украине, которому 55 лет. Это ж просто пиздец, это ж старючий дед, нахуй. Я был шокирован. Ну, там показывали прокуроршу, ну, она именно выглядит так, как то, что вы представляете, когда произносите слово прокурорша. То есть, так, пью, губище там. Ну, все на свете. Понятно, кто такая прокурорша, это как прокурорша, как там нотариусы, которые у таких же дедов отнимают квартиры. Ну, в общем, это как тот, ну, не мем, а реальная история, где вот это меня взяли работать в СБУ. Ну, в общем, вот такие люди, это понятно. Фух, блядь, ну, в общем, да. Следующая новость тоже отчасти интерактив, но, думаю, вы это многие видели, просто хочу вам показать, как, наверное, скоро будут выглядеть наши там города. Это вот. В Шебекино стали применять, не знаю, сколько это может помочь, антидроновые сетки на наши привычные панельки хрущи, да. Хотя это вроде не хрущ, но тем не менее. Очень выглядит жестко. И интересно, это, если это станет как бы новой частью вида наших городов. Ну, просто обращаю ваше внимание. Так, друзі, на цьому новини закінчилися. Читаю ваш чат. Сначала на Твиче, потом на Ютубе. Денис, недавно была новость, что в Кавказский исследовательский политический центр набирают стажеров. Хотел тебе написать, но там одно из условий было знание английского языка на B2. Сертификат подделаем, но просто куда они набирают людей? Уже все гранты поотменяли на такую тему, разве не? Я думал, такое сейчас наоборот сворачивается. Стріген питає, Денис, ти ось як політолог мені скажи, буде договорняк чи ні? Я ти як політолог скажу, а яка різниця? Буде як раніше, тільки трошки гірше. Нормальный ответ. Немецкие тачки крупнее всех покупали китайцы, реально, но теперь они делают электрички в 3 раза дешевле. Интересно, что там будет, так мне, ну даже в чат писали об этом. Китайцы построили город-завод БУТ. Я не знаю, как это читается, БАТ, БУТ, БИТ, ну короче, строят вот эти каловые машины БУТ. Ну вы видели, наверное, эти джипы. Интересно, что теперь будет с этим городом-заводом.
Пропоную мінеральну угоду. Ти мені Моршинську, а я тобі Лужанську. Лужанська хорошая вода, кстати. Человек пишет, там заглот на бирже видели? Сука, мое портфолио погорело нахуй. Надо было хранить деньги в украинских військовых облигациях. Вам говорили? Говорили. Теперь не обижайтесь. Как считаешь, мог ли Трамп вместо тарифа просто сделать национальный кэшбэк для американцев? Все впереди. А забить кота это не болезнь. Сегодня кота, завтра тебя. Ты не понял, у нас наоборот. Сегодня тебя, а потом кота может быть. Но видишь, кота сильно законом защищают. Нельзя мучить животных. Я это все время говорю про украинцев, друзья. Нельзя. Рептилоиды дорвались до власти, так защищают своих. Факты, факты. Я рад, что вам эта новость вас заинтересовала. Лужанська, типа із лужи. Якщо ці сітки ефективні, то на кожному чинушному кублі, де вони працюють, і кожному кублі, де вони живуть, буде по 3 шари. А простим людям навіть за свої дадуть нормально купити. Привет, ты разбирал новости где-то месяц назад, где наши элиты на ставке вроде «Ты думаешь, я такое помню?» решили, что у нас есть время до лета, потом пойдут необратимые процессы. По-моему, это новость, но она не подтверждена или подтверждена. Все мутно на анонимном источнике из парламента. Это было так, что парламенту звітував глава военной разведки Буданов. И он им вроде как сказал, что время есть до лета, потом будут необратимые процессы. Согласен с этим мнением? Он спрашивает человек меня. Не знаю. Сейчас появились новые обстоятельства при Трампе. И как думаешь, что это за процессы? Ну, наверное, имелось в виду какие-то обвалы на фронте. Бо не втік пан теля пасе. Ну ти щось на французький написав, я не розумію. 69 це років, здорово, хорошего тебе стрима и настроения. Спасибо большое. Сегодня у нас стрим такой эмоционально-манипулятивный. Коты, короче, коррумпированные чиновники, старые деды, на которых несправедливое правосудие, еще что-то такое было. Самое репрезентативное среднее мнение, которое я видел, это как какая-то соска сфоткалась задницей в камеру, а из кармана джинсов торчит паспорт Неньки с подписью «Я українка». І я цим пишаюсь. На думку відразу спадає гарна українка і я танцюю гопака. Гоп, 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 пока. Пока, пацани, пока. Дякую всім, що сьогодні прийшли. Удачних вам вихідних, хорошо їх провести. Люблю вас, цілую. Берегіть себе. Цілую в плечі і до зустрічі в понеділок.